Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Недавно вышло мое видео, которое называется «Почему механики считают себя умнее инженеров» или как-то так. И один небезызвестный сервис, который был сразу мной забанен, поскольку я ждал только удачной возможности, оставил комментарий, на который я все же хочу ответить. Но уже надеюсь, что у них не будет возможности этот ответ увидеть, потому что они все равно меня, скорее всего, не поймут. Видимо, видение мира у нас очень сильно отличается. Речь шла в моем видео про то, как именно этим сервисом, по всей видимости, была сделана колхозная пластина натяжения приводной цепи на скутере BMW C650 GT. И мне вот как это камень в огород бросили, типа расскажи про свой самодельный натяжитель цепи ГРМ. А я расскажу. И расскажу, почему я считаю, что эта переделка имеет смысл, а вот переделка с натяжителем не имеет смысла вообще. Многие знают, что у скутера C650 GT до рестайлового есть проблемы с механическими натяжителями цепи ГРМ. И, собственно, фишка заключается в том, что даже при отсутствии каких-либо звуков, стуков и так далее, просто вот когда все идеально, в любой момент у тебя может перескочить цепь, и ты можешь попасть на клапана. И вы знаете, производитель решения этой проблемы предложил. Это замена натяжителя на гидравлический. Ставить гидравлический натяжитель с завода производитель начал только в рестайлинге, причем первый год рестайлинга еще со старым натяжителем, а гидравлику начали ставить только с 2017-го. То есть 16-й год, первый год рестайла, он еще с обычным простым механическим натяжителем. У меня полно клиентов, которые там пробег 20-30 тысяч, там просто заглушил мопед, в этот момент скакнула цепь, начал заводить, загнул впускные клапана. Поэтому я рекомендую менять натяжитель при первой же возможности, как только ты узнал, что он у тебя механический. Именно по этой причине проблема довольно острая и возникают споры. Решение этих проблем, адекватных и вменяемых, на самом деле два. Завод-изготовитель предложил как бы самое лучшее – это замену на гидравлику. Какие минусы у того метода, который предлагает производитель? Самый главный минус в том, что, к сожалению, большинству владельцев этих скутеров отказывают в отзывной кампании и бесплатной замене этого натяжителя. Хотя, по идее, дилер делать это должен бесплатно. И решать косяки производителя пользователь не должен. Но, к сожалению, мы живем в таком мире, что в России эти принципы не всегда работают. Если вы столкнулись с такой проблемой, начните с того, что попробуйте обратиться к дилеру. И может быть такое, что вам повезет и вам согласуют замену натяжителя на гидравлику бесплатно. И вы решите эту проблему самым лучшим способом и малой кровью. Поставить гидравлический натяжитель самому можно. Ну, самому в каком-то сервисе и так далее. Это несложно. Проблема только в стоимости и доступности запчастей. Ну и замена там как бы тоже не самая простая. Все упирается в то, что бюджет гидравлического натяжителя, учитывая то, что там менять надо достаточно много позиций, примерно от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от того, где и как покупать запчасти. Согласитесь, цифра неприятная, особенно если вы купили этот скутер с японского аукциона где-нибудь тысяч за 300-400, какой-нибудь старый. Это в основном касается старых мопедов. Что же делать, спросите вы? Слышал я, кстати, что мои коллеги пытаются предлагать какую-то реанимацию родного натяжителя, но я в это не верю вот вообще. То есть можно, конечно, верить, надеяться и ждать. В очередной прекрасный день заведется у тебя скутер или ты попал, минимум на 50 тысяч рублей вот, в одночасье, либо же все-таки страховаться от этого мероприятия.
То есть можно потратить вот эти деньги, потратить денег на установку, и у тебя будет решена проблема. Да, это не дешево, но, по крайней мере, надежно, и ты забыл. А можно прибегнуть к технологиям, которые уже лет 20 как существуют. Это ручной натяжитель ГРМ. Да, это колхоз, я это не отрицаю. И без острой необходимости я бы это не рекомендовал. Но только стоимость-то несоизмерима. Ты, грубо говоря, сравниваешь 40 тысяч и 5. Ну, если примерно. Ну, там, плюс-минус, опять же, там, сам ставишь, не сам ставишь. Ну, там, где покупаешь запчасти. То есть, разница в среднем примерно в 8 раз по цене. И что дает ручной натяжитель? Он дает тебе гарантию, что у тебя не перескочит цепь. Какой главный минус ручного натяжителя? Что его раз в 10-15 тысяч надо проверять регулировку. Ручной натяжитель цепи ГРМ регулирует провисание цепи. Ни у одной цепи никогда не регулируется натяжение. У нее регулируется провисание. Ты выставляешь тупо одно и то же провисание, и у тебя даже уменьшается износ механизма ГРМ. Что самое интересное, это действительно положительно влияет на ресурс всей этой системы. Хотя многие сейчас со мной, наверное, будут спорить, но реально последние 2 десятилетия показали, что это действительно так работает. Очень любят такие натяжители хондоводы, на которых там постоянно эти натяжители родные умирают, стоят денег и так далее. А тут поставил и забыл. Ну да, ты покрутил регулировку раз в какой-то период времени, но ты не паришься. И даже если ты эту регулировку не покрутишь вовремя, у тебя максимум цепь начнет позвякивать, ты это услышишь и опять же отрегулируешь. Вот. И то этого обычно ни у кого не происходит, потому что 10-15 тысяч это сказано мной вот прям совсем для подстраховки, потому что те, кто занимаются этими натяжителями постоянно, они рекомендуют раз в 30. Вот. А это довольно-таки большой пробег. Касаемо того, что было сказано про то, что мой самодельный натяжитель. Это не мой самодельный натяжитель, его делают мои коллеги, которые специализируются на этом, изучали этот вопрос очень подробно. И в общем и целом я очень много лет наблюдал, как их произведения работают на другой технике. Просто применения в моей сфере не было. На Burgmann 650, к сожалению, такой натяжитель поставить нельзя. Просто из-за технических особенностей двигателя. Вот. А касаемо моего самодельного натяжителя, я сделал за всю свою жизнь его только один. И я вам сейчас его покажу. И он не на цешку, он на гантелю. Я исследовал этот вопрос, изучал, спрашивал, консультировался. Вот что у меня получилось. Это такой откровенный самопал. Вот. И на гантелю я его сделал именно потому, что я начал разбирать проблему сам. Поскольку до меня ее никто не решил, а там натяжитель гидравлический, и с ним все равно все перескакивает. Причем точных данных по пробегу нет. Зачастую может перескочить совсем не вытянутая цепь, и грешу я, в общем-то, в основном на натяжитель. Поэтому я решил на своем мотоцикле потестировать это мероприятие. Изготовил вот этот натяжитель самостоятельно, установил его себе на мотоцикл прошлой весной и проехал так 2000 километров. С этим натяжителем я съездил в Нижний Новгород и пришел к выводу, что с данным решением я несколько поторопился, потому что эксперимент я считаю неудачным. Почему я его считаю неудачным? Потому что мне не удалось нормально его отрегулировать. Ну, то есть, как бы, судя по звукам, он просит еще подтянуть цепь уже страшновато. Я думаю, что этот натяжитель не будет работать на 6-цилиндровом двигателе, просто по той причине, что такие длинные распредвалы, скорее всего, требуют некого демпфирования цепи, и от этого никуда, к сожалению, не убежишь. То есть цепь либо гремит, ну, либо уже просто страшно ее сильнее натягивать. То есть там полоборота отпускаешь, то есть это минимум, который нужен для того, чтобы цепь свободно работала. Именно поэтому от этой идеи я отказался.
Вот, возможно, я был недостаточно усерден, но раз не получилось легко, значит, я ее отложил в сторону. Мне было очень интересно попробовать. Естественно, я экспериментировал на технике на своей, не на чужой. Вот, на чужую технику я ставлю только проверенные решения. И вот пока за последние примерно 4 года, сколько мы ставим эти ручные натяжители на цешки, ни одного, в общем-то, человека, у которого что-то произошло, не было. Вот. При том, что регулировать, ну, по крайней мере, к нам их приезжают крайне редко. В основном народ просто столько не наезжает. Вот. Некоторые об этом забывают и так далее. Но тем не менее, то есть мы эти все рекомендации озвучиваем, обо всем этом говорим. И пока что я вот не слышал о том, чтобы у кого-то с ручным натяжителем перескакивала цепь. Вот. А насчет реанимации родного механического, ну, вы знаете, мы это, к сожалению, не можем проверить никак. Это просто не получится сделать, а денег это тоже стоит. Вот. А что касается сравнения вот этого вот способа с колхозной пластиной натяжения приводной цепи. А вот вы знаете, в данной ситуации я предлагаю сэкономить людям, ну, как минимум 30 тысяч рублей относительно гидравлики. И я считаю, что в этом есть какой-то смысл, потому что это действительно работает и не несет никакого вреда. В ситуации, когда ты пытаешься сэкономить 2500 рублей, но при этом тратишь время на изготовление этих самодельных пластин, которое, как я считаю, ну, по логике, не должно стоить дешевле тех же 2500 рублей, ты экономишь клиенту 0. И получается, что вместо того, что у тебя нормальная пластина, предусмотренная заводом, за те же деньги клиент получает лютый колхоз, который, в общем-то, уже лютый колхоз. Поэтому тут есть большой вопрос. Может, конечно, для кого-то это и выход, но, на мой взгляд, выходом это не является. На мой взгляд, лучше уж тогда закрыть, не трогать и подождать, когда вам придет правильный натяжитель, даже если вы издалека, из региона, и даже если, в общем-то, у вас под рукой этого натяжителя нет. Я не вижу в этом проблемы. Все везде доставляется, все везде есть. Сейчас везде даже в наличии у дилеров есть эти натяжители. То есть никаких проблем их купить вообще я не вижу. Собственно, а зазор по регулировке там есть, то есть ничего страшного, если ты прям четко на 20 тысячах не поставил там этот следующий башмак. Даже если ты доездишь до 30 или даже до 35, ничего у тебя там резко не развалится. Поглядывай на растяжение и все как бы. Вот, поэтому здесь несколько разные вещи, связанные с попаданием на совсем разные деньги и с затратами совсем разных денег. Вот, поэтому, вы знаете, вот мой ремонт суппортов тоже можно назвать колхозом. Ну вот, я же неоднократно показывал, вот мопед стоит. Сейчас я как-нибудь попробую не показывать его номер. Вот. Вот стоит мопед, на который мы поставили суппорт. Вот так вот он выглядит. Да, это колхоз. Это колхоз, но по сути это восстановленное посадочное место по аналогии с заводом-изготовителем. Поэтому, как ни крути, а в российских реалиях это применимо. Ведь новый суппорт стоит только на Мегазипе что-то около 40 тысяч. А сколько стоит этот мопед? Ну, как бы 200, 250. Ну, в таком состоянии, я думаю, не больше. Ну, чуть получше с пластиком, может быть, 300. Так его же еще надо из Японии привезти, заплатить доставку, заплатить, возможно, какие-то пошлины. Хотя сейчас, кажется, пошлина от 200 евро отменили временно, но все равно сам факт. То есть я пошлин на запчасти заплатил достаточное количество, учитывая то, сколько я всего раньше заказывал с Мегазипа. Как бы можно, конечно, так не делать, можно купить новый суппорт, но пока что практика показывает, что этот ремонт прекрасно работает, и, в общем, я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы этим не заниматься.
Вот, потому что вот мы поменяли один суппорт, вот мопед в ремзоне, а вот там в уголке стоит 400-ка, на которой ровно та же проблема с суппортом. И суппорт там протерт до дыры. Вот он и колхоз. Но колхоз вынужденный и колхоз, который реально экономит много денег, это чуть-чуть, ну, как бы, можно здесь попробовать допустить какие-то компромиссы. Опять же, когда все это выводится в заводские размеры, с использованием заводских резинок, заводских смазок и так далее, и так далее, и так далее. Это, что называется, выкручиваться. Изготовление новых щек вариатора тоже колхоз. Но, тем не менее, практика покажет, как они будут работать. Может быть, даже лучше, чем родные. Вот. А про так называемый тюнинг трансмиссии я вообще сейчас упоминать даже не буду. Вот. Длинный получился эпос, но я думаю, что будет довольно много людей, которые меня поймут. Вот. Ну, а если я кому-то не нравлюсь, это не моя проблема. Уж извините, как бы жестко это не звучало. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться и поставить лайк. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Всем пока!